Детский внук Сёма подсаживался к дедушке на балкон и просил рассказать какие-нибудь истории про таежных зверей. У Матвея Игнатьевича в запасе всегда имелась интересная лесная история, и тогда дед рассказывал внуку про жизнь в тайге. Я часто становился слушателем этих историй. Особенно много рассказов у Матвея было про волков, потому что он любил этих животных больше других и считал их умнейшими созданиями на земле. А вот про тигров Матвей Игнатьевич никогда не рассказывал. «Неужели в алтайских лесах нет тигров?» – переспросил дедушку Сёма. «Говорят, раньше водились, но за время работы на своем участке я тигров не встречал», – ответил дед Матвей. «Значит, и историй про тигров не знаешь?» – слегка расстроился Сёма. «Почему ж не знаю?» «Знаю, конечно». Хитро подмигнул внуку дед и рассказал мальчику историю, которая случилась не так уж давно с его однокашником, старым приятелем-лесником Алексеем. Алексей проживал с женой Тамарой в Амурской области. Был у них большой дом на краю деревни и внушительное приусадебное хозяйство, можно сказать, ферма. Супруги держали корову, овец и перепелок. Помимо скотника и птичника у супругов был еще и огород. Земельные владения этой фермы простирались довольно далеко. У самого леса Алексей поставил небольшой навес типа сарайчика, чтобы хранить в нем разный крестьянский инструмент и отдыхать, например, во время покоса травы. И вот этот сарайчик повадилась посещать тигрица. Что ей там приглянулось, было непонятно, только Алексей теперь ходил с осторожностью мимо того сарая, чтобы случайно не столкнуться с опасным хищным зверем. А тигрица и не думала нападать. Она забиралась на сено, вальяжно там растягивалась во всю свою длину и спала там, а, может быть, просто лежала, кто ее знает. Люди ее не трогали, и она в человеческие дела не лезла. Придет под навес, поспит немного на сене и уходит. Но однажды Алексей заметил возле навеса неладное. Тигрица пришла туда не одна, а привела за собой тигренка. Алексей сперва даже обрадовался. «Тамара, посмотри, там наша тигрица малыша своего на сеновал привела», – позвал лесник жену. Тамара посмотрела через бинокль. «Лёш, она совсем близко к дому подошла и, похоже, вся в крови», – сказала Тамара. Пришлось Алексею подойти ближе, хоть и страшно было. Тигрица и впрямь была в красных пятнах. Как только она увидела Алексея, то стала помаленьку отходить к навесу, как будто звала Алексея за собой. Лесник пошел за тигрицей на расстоянии от нее, и она привела лесника к тигренку под свой любимый навес. Тигренок был совсем маленький, он спал на сене, видно было, что малыш устал и измучен. Тигрица посмотрела на Алексея, встряхнулась и побежала по направлению к лесу. «Это что ж такое, ты мне своего ребенка нянчить оставила?» – всплеснул руками Алексей. Амурский тигр, исчезающий вид животного мира, он занесен в Красную книгу и охраняется государством. Алексей, как лесник, знал об этом и был в курсе, что есть специальная организация, где помогают спасению амурского тигра. Сориентировался лесник быстро. Оставив тигренка под присмотром жены, он созвонился с этой организацией, после чего вышел на местную природоохранную службу. А потом пошел по следам раненой тигрицы, оставаясь на связи по радиостанции. След тигрицы вывел Алексея к браконьерскому лагерю. Браконьеры поймали ее второго тигренка и готовили его к транспортировке в какой-то частный зоопарк. Тигрица напала на одного из браконьеров, но шибко навредить ему не успела, потому что вслед за ней потянулись природоохранные службы и полицейский наряд. В тигрицу выстрелили снотворным, и она уснула. Потом уже ее вместе с тигрятами переправили в филиал организации по спасению амурского тигра, а там уже специалисты лечили ее рану и решали дальнейшую судьбу тигриного семейства. «А что стало с браконьерами?» – спросил Сёма. «Браконьеров судили, им всем дали тюремные сроки», – ответил дедушка Матвей, а у того браконьера, на которого напала тигрица, в рану от тигриных когтей попала инфекция, началось заражение, и, несмотря на усилия врачей, он лишился ноги. «Почему-то мне совсем не жаль этого браконьера», – заметил Сёма.
Браконьеров никому не жаль, это жестокие и бессердечные люди, скорее не люди. Тёме стало немного грустно после рассказа дедушки. Конечно, мальчик был рад, что для тигрицы и её детенышей всё закончилось хорошо, но ему было обидно и стыдно за человечество в общем, из-за того, что есть ещё среди людей такие злодеи, как эти браконьеры.